Всем привет! У нас сегодня мастер-класс по очередному бабушкиному квадрату, но уже в преддверии 14 февраля с сердечком внутри. Размеры вы сейчас видите, и я забыла снять отдельный квадратик у меня уже в готовом изделии. Я вязала из пряжи Alize Superlana Maxi, достаточно толстая пряжа и легко вязалась крючком 7 миллиметров, то есть достаточно прям так толстенько, и ножнички мне еще понадобились. Здесь у меня обозначения самые простые: воздушная петля и столбик с накидом. Это то, что нужно знать. Для начала мы захватываем нашу нить крючком, делаем узелок и плетем 4 воздушные петли, просто 4 петельки. Далее замыкаем их в круг, вводим в первую петлю наш крючок, выводим. А сейчас будем делать столбик с накидом. Нет, сейчас мы делаем 3 петли подъема, а далее уже столбик с накидом. А он как делается? Мы делаем накид на крючок, заводим в центр, опять захватываем нить и проводим через 2 и еще раз. Вот. Нам нужно сделать 3 столбика с накидом, с учетом того, что первые 3 петли подъема тоже будут являться как бы столбиком с накидом. Когда у нас готово 3 столбика с накидом, они видны, то нам нужно сделать 3 воздушные петли. Вот сейчас я их делаю, чтобы создать уголок. Потом я опять делаю 3 столбика с накидом и 3 воздушные петли. И так мы проделаем 4 раза, чтобы создать квадратик, который у нас занимает место в центре нашем. Как вы видите, на этом бабушкином квадрате вот слева видно, что у нас квадратик, и 4 раза нужно сделать 3 столбика с накидом, 3 воздушные петли. Далее нам нужно соединить, и мы за последнюю петельку вот так вот проводим нашу нить через 2 петельки. Приступаем ко второму ряду, делаем 4 воздушные петли подъема. 4, потому что 3 будут относиться к столбику, а 1 для вот это вот между столбиками. Дальше в боковую часть мы делаем 3 столбика с накидом в бочок. Потом опять делаем 3 воздушные петли и опять в этот же бочок 3 столбика с накидом. Создаем уголки, то есть чтобы они у нас были шире. После уголка мы делаем 1 воздушную петлю. Так, и опять у нас уголок. Соответственно, нужно повторить 3 столбика с накидом, 3 воздушные петли и 3 столбика с накидом. Между уголками у нас 1 воздушная петля. Соединение также будет в последнюю петельку происходить. И это у нас второй ряд получается. Он у нас плетется полностью красными нитками. А вот следующий мы уже переход к третьему начнем со смены цвета. Берем наш следующий цвет, у меня белый, вот таким движением подхватываем, делаем 3 воздушные петли, 3, потому что, видите, здесь сразу как бы дырочка, и у нас должен быть столбика 3 получается. Я отрезала нить красную, она мне не нужна, делаю 3 столбика с накидом белым цветом. И сейчас, сразу после того, как сделала, буду переходить опять на красный цвет. Мы менять будем довольно часто, поэтому, как довольно часто, по мере необходимости. Вот весь 3-й ряд у нас пройдет в смене цвета, 4-й уже будет белый. Опять отрезаю, и вот таким обычным образом узелком я фиксирую то, что вначале обрезала. Здесь пока что ничего не фиксирую, это можно будет сделать и позже. Делаю 1 петлю, которая как бы переходная, где у нас столбики на втором ряду. И у нас бочок оказывается. Красненький бочок будет 3 столбика с накидом, 3 воздушные петли и опять в этот же бочок 3 столбика с накидом.
Так, получился бок. Потом опять делаем одну воздушную петлю красным цветом. И опять 3 столбика с накидом в следующую как бы дырочку. Потом будет опять у нас переход к белому цвету, уголок белым, потом одна часть красненьким еще будет там внизу. Вот если увидите слева, да, как он плетется, и еще уголок белым, потом опять красным, а потом уже будет переход к белому. На самом деле комментировать тут нечего, все повторяется. Между дырочками мы делаем одну воздушную петлю, в дырочках 3 столбика с накидом. Если это уголок, то 3 столбика с накидом, 3 воздушные петли и опять 3 столбика с накидом. Вот, так что делаем, смотрите, когда я меняю цвет, просто, и все. Тогда у вас точно получится сердечко. Не забывайте фиксировать обычными узелками. Вот на этом этапе, когда мы замыкаем 3-й ряд, смотрите, я сейчас ввожу красную нить в белую, да, то есть замыкаю, но я рекомендую вам сразу поменять на белый цвет, или какой у вас будет, потому что иначе красный здесь выбивается и очень мешает глазу. Потому что лучше сразу перейти на белый, так как следующий ряд у нас пойдет полностью белым. Вы сейчас вот, возможно, увидите. Я потом попробовала просто обвести белую нить вокруг красной, чтобы не было видно. Но вам рекомендую сразу делать последнюю петлю, закрепляющую 3-го ряда белым цветом. Вот. Когда мы приступаем к 4-му нашему ряду, то мы полностью его оплетаем белым цветом. Видите, вот сейчас мне красный очень выбивается. Я делаю 4 воздушные петли, 3 относящиеся к столбику, да, подъема, и 1 промежуточная между как бы дырочками. Вот, и в следующую дырочку я делаю 3 столбика с накидом, в уголок 3 столбика с накидом, 3 воздушные петли, 3 столбика с накидом опять же, потом опять 1 воздушная петля, и так идем этим вязанием, которое мы до этого все делали, целый ряд, ну и соединяем потом, естественно. 4-й ряд как бы завершающий, но в конце я еще делаю окантовку, чтобы потом было легче связать элементы, да, ну то есть с квадратиками другими. Вот с помощью этой окантовки мне достаточно хорошо, я потом связываю, сплетаю между друг другом все квадраты.
Вот и закончилась окантовка. Окантовку я выполняла как просто заводила нить, захватывала и выводила, да. Квадратики получились прекрасные. Я вот здесь еще все фиксирую. А те нити, которые я могла, все спрятала под вязание. Отрезаю лишние, и все, у нас готово. Я из этих квадратов сделала балаклаву, просто потрясающие, как я считаю. Заходите в Инстаграм, смотрите, в моем магазинчике особенно. Вот, надеюсь, что вам мастер-класс понравился. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления. И до новых видео. Пока-пока.